Привет, вы на канале Яхты на колесах, а мы в Москве на проспекте Мира 150. Вы часто жалуетесь, что в наших обзорах у нас всегда что-то дорогое, элитное, но на самом деле это, во-первых, не всегда так, у нас обзоры разнообразные, поэтому подписывайтесь на канал и смотрите внимательнее. А во-вторых, поскольку вы в комментариях просили, сегодня у нас обзор вот такого автодома. Это, можно сказать, самодельный, но не совсем самодельный, это просто кастомное российское решение. Есть человек, он захотел свою какую-то планировку и заказал это у российской компании Орма. И вот сейчас этот автодом продается, и он здесь. Поехали смотреть. Давайте разбираться, что мы имеем. Сам автодом, жилое пространство, как я уже сказал, сделано в России. Но шасси — это все тот же любимый нами Fiat Ducato 2016 года. 150 лошадиных сил, коробка механика. Все, что сделано в жилом пространстве, абсолютно законно, потому что все было зарегистрировано в установленной форме. То есть сейчас это не какой-то грузовой Fiat Ducato по документам, а это вот такой кемпер, автодом, и все изменения зарегистрированы. Первое, что бросается в глаза, что сам Fiat Ducato тоже претерпел какие-то изменения. Дверь здесь у нас не откатная, как это часто бывает в венах, а это у нас вен, мы видим цельнометаллический кузов, а вот такая необычная. Первый раз такое вижу. Постоянные зрители канала знают, что я люблю вены, и поэтому мне очень интересен этот обзор, а мы идем внутрь. Итак, первое, что мы видим, когда заходим внутрь, это кухонное пространство и вообще такую немножко необычную для венов планировку. У нас прямо напротив входа вот кухня, рядом туалет. Туалет я в венах здесь не встречал, возможно, он бывает, но обычно здесь вот эта дверь большая, раздвижная, и поэтому здесь всегда вот как раз кухонный островок перед дверью. А здесь у нас туалет напротив, наоборот. Ну и дальше уже у нас столовая, спальня, все вот это совмещенное единое пространство. Ну давайте пойдем по порядку. Кухня. У нас здесь единый модуль раковины вместе с газовой плитой на 2 огня. И за счет этого у нас достаточно много рабочего пространства остается, ну вот просто столешницы. Можете видеть сами. Выше расположены 2 полочки с какими-то липучками, креплениями. Видимо, рассчитаны были под какие-то персональные нужды, но это уже каждый использует, как считает нужным. На что еще хочется обратить внимание, на том, что в целом это все очень похоже на настоящий там заводской автодом в каких-то деталях. Да, внешне, визуально мы сразу заходим и понимаем, что это какое-то кастомное решение, потому что дизайн, он такой нецелостный, как это всегда бывает, потому что на заводах, когда это серия, есть какие-то дизайнеры, которые разрабатывают эту серию, это общее дизайнное решение. Когда мы что-то делаем сами, редко кто прямо уделяет много внимания тому, чтобы это было какое-то дизайнерское решение, все уделяют внимание функционалу. Но с функциональной точки зрения, почему я говорю, что это почти все как заводское, здесь установлены такие же, как мы всегда видим в автодомах, вот, например, ручки. То есть то же самое, что мы видим в Адре и в Sunliving. При этом установлены классные петли, такие, которые ставят обычно на кухне в квартирах, в шкафчике, Blum производителя, которые вот такие у нас мягкие, с доводчиками, в целом очень надежные. Их советуют всегда устанавливать на кухне и дома, как раз таки за их надежность. И в автодоме вот уделили тоже этому внимание. Ниже под столешницей у нас выключатели. Можем здесь отключать, включать весь свет в автодоме. И здесь же у нас идут еще ящики. Ящики выполнены из фанеры. Ящиков у нас 3. Ну, про ручки я уже сказал. 2 маленьких и 1 поглубже, побольше. Далее справа установлен холодильник. Холодильник работает судя по тому, я такой холодильник вижу в первый раз, и судя по ручке, которую мы здесь видим, он у нас работает от сети 220 или же от газа. То есть переключение от 12 вольт я где-то не вижу, но, возможно, просто не интуитивно понятно здесь по индикации. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Но как минимум он работает вот от электричества 220 и от газа.
Все, холодильник чуть побольше, чем часто мы видим в венах, которые 80 литров, как будто бы по ощущению побольше. То есть это либо 80 литров, либо чуть больше. Далее туалет и душ. Стоит заметить, что душ с туалетом действительно очень компактный. Чтобы воспользоваться туалетом, мы поднимаем раковину и фиксируем ее вот в таком положении. И все, у нас просто туалет. Но когда нам нужна раковина, мы ее опускаем. И вот я, собственно говоря, нахожусь в душевом пространстве. Мой рост 180, высоты мне хватает, но, честно говоря, в стороны я достаточно некрупного телосложения, и я здесь и то как бы, нормально, но испытываю некий дискомфорт, грубо говоря. Но, не знаю, более крупный человек, наверное, у него будут проблемы. Я бы в этом душе в целом помыться мог. Так, как бы, для походных условий нормально. В остальном, что можно отметить в душе? Все решено достаточно так мускулинно, брутально, с точки зрения визуальных решений. В ногах у нас металлический поддон. В общем, это напоминает санузлы, точнее, скорее, туалеты в поезде или в самолете. Когда мы заходим, у нас все такое очень техническое, простое. Вот здесь что-то в этом ключе. То есть никаких лишних дизайн-решений здесь нет. Здесь просто вот это пространство использовано по максимуму, лаконично и просто. Дверь, честно говоря, задвигается туговато. Вот иногда жалуются на двери в санливинге, которая такая гармошка. Но я никогда не видел с ней проблемы. И как мы недавно видели в обзоре на достаточно старый Twin, там такая же дверка, и она тоже спустя 8 или 9 лет, кажется, осталась работоспособной. Вот. Так что не знаю, в чем особо проблема. Но вот здесь вот аналогичная дверь. Ее половина фазы действительно весьма тугая. То есть она, видно, что очень крепкая, качественная, стоит нормально, но при этом усилия надо приложить как минимум в начале, пока она проходит изгиб, достаточно серьезно. Потом дальше легко. Потом надо опять немножко прикладывать усилия. Движемся дальше. Итак, столовая и она же спальня. У нас здесь, конечно же, опускается стол, причем очень необычно. Он вот так вот раз и становится как бы длиннее за счет этого. И мы опускаем ножку. Но сейчас я не могу ее до конца все это опустить, потому что я здесь сижу, и здесь подушки. Надо убрать сначала подушки. Вот сейчас у вас здесь кадр. Вы видите, как это выглядит в собранном формате, когда это спальня. Но сейчас я в столовой, и здесь у нас есть две розетки 220 вольт, две розетки 12 вольт, не 12, а 5, в смысле USB розетки. 12 вольт это показывает, сколько у нас сейчас здесь напряжения, которое выдается с аккумулятора на каждой розетке. По 2 USB на каждой розетке, то есть где мы еще так увидим, как не в самодельном каком-то кастомном решении. Про 220 розетки тоже важно сказать, что они у вас будут работать и в движении, и на стоянке. Главное, чтобы заряда аккумуляторов хватало, потому что у нас здесь стоит инвертор на 2 киловатта. Он расположен под сиденьем впереди меня, И, собственно говоря, вот все, у вас электричество 220 всегда. Вот такое решение уже есть сейчас здесь. И основная спальня, она у нас реализована здесь же, в задней части. То есть вот эта стенка, которую мы видим, это уже все, конец. То есть мы часто видим в автодомах, которые в вен, это у нас двери сзади распашные, мы там в спальню видим вот это панорамное все. Мне нравится очень, когда это сделано так, но здесь вот такое решение. У нас получается кровать раз и кровать 2. 4 спальных места. Но на самом деле у нас здесь их 5. До 5-го мы еще дойдем. И когда нам это все не нужно, мы это просто вот таким образом сдвигаем. И фиксируем специальными тросами, чтобы оно у нас с дороги не упало. С противоположной стороны от столовой группы у нас подставка под телевизор. Телевизор сейчас здесь не установлен, так что если вдруг вы приобретете этот автодом, вам придется поставить тот, который нравится именно вам. Соответственно, мы можем пользоваться в спальне, и мы можем его смотреть из столовой группы. Смотреть его с нижней кровати будет не очень удобным, если разобрана верхняя, потому что она просто здесь все перекроет. Дальше у нас есть шкафчики. Тут раз с полочками, 2 гардеробного типа, выше еще вот такое место для хранения. И как бы открытые полочки еще сбоку остаются, на которые мы тоже можем что-то положить. И дальше самое главное. То, о чем часто многие задают вопросы и хотят видеть, и уж тем более редко это можно увидеть в венах. Тут еще одна полочка. Вот это вот странный космический люк. Это шлюз для выхода в открытый космос.
Нет, шучу, конечно, это стиральная машинка, которую многие почему-то желают. Я не знаю, напишите в комментариях, пожалуйста, обязательно лично мне ответьте на вопрос, зачем нужна стиральная машинка в автодоме, потому что это часто пишут в комментариях, что это очень нужная вещь, и жалко, что ее нет. Вот здесь она есть. Возрадуйтесь, те, кому она очень сильно нужна, но я лично не очень понимаю, потому что мне кажется, что она занимает пространство, вообще место, использует воду, а как бы зачем? Ну, то есть мы, как правило, в путешествии берем какое-то количество вещей, которые мы можем сменить. Мы не находимся слишком долго в этом путешествии, а если мы находимся где-то долго, ну, я имею в виду в дороге можно и переодеться. А если мы куда-то уже доехали, то это есть кемпинг, есть какая-то прачечная, которой можно воспользоваться стационарными большими машинками. В любом кемпинге можно прийти, там, заплатить какие-то там 10-20 центов, я не знаю, в общем, копейки, и воспользоваться стиральной машинкой и все постирать. Таскать с собой в автодоме, где у тебя каждый сантиметр на вес золота, стиральную машинку, мне лично зачем, непонятно. Но тем не менее, иногда их ставят, и многим это важно. Вот она есть. Ну и я ранее сказал, что здесь у нас спальных мест 5, и это странно, как может быть 5 мест спальных в вэне, особенно если у вас нет подъемной крыши, но это реализовано вот таким образом. Здесь есть легко разборная кровать, которая кладется на водительское сиденье. Я бы сказал, что это какая-то супер гостевой вариант, или скорее даже детский, потому что, ну, вот мой рост 180, и как бы, и вот все, я ложусь, и у меня голова, она может лечь только на подголовник. То есть, если сюда положить какую-то мягкую подушку, ночь перекантоваться так можно. Но сказать, что это полноценное спальное место, я бы так не сказал. Скорее, это все-таки какой-то детский вариант или вот так вот гостевой на одну ночь. Но, что классно, что эта кровать разбирается очень легко, она очень компактная, выглядит вот таким вот образом. Это супер маленький матрасик, который ложится вот сюда раз, а потом мы берем вот эту дощечку, вот так вот раз, 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 раз. Все. И у нас даже здесь наверху остается еще очень-очень-очень много места для того, чтобы что-то сюда складировать. Например, постельное белье, может быть, какие-то подушки, все, что нужно для этого места спального, а может быть еще какого-то. И закрывается это вот таким изящным, изящной дверкой, шторкой тоже. Еще один момент. Мы, как вы поняли, оказались плавно в кабине. Кабина перекрывается полностью от жилого пространства, ну, не считая вот этой кровати, которую мы сейчас посмотрели, вот такими шторками. Шторки очень плотные. Они, во-первых, перекрывают свет ночью, не давая ему попадать в жилое пространство, а во-вторых, они будут ограничивать холод из кабины, чтобы вам меньше прогревать жилого пространства. Или же, когда летом вы едете здесь, и, например, вы пользуетесь только кабиной кондиционером, который у вас есть здесь, и у вас холод весь не уходит во все пространство, вы, допустим, находитесь за рулем здесь в большем комфорте. В остальном, на водительском месте я не знаю, что сказать такого необычного. Это стандартный и привычный нам Fiat Ducato, механическая коробка, здесь есть круиз-контроль, здесь есть кондиционер, то есть мы выставляем и силу вентилятора, и температуру вручную. Установлена мультимедиа Pioneer. И что, кстати, вот интересно, камера заднего вида выведена на этот же экран, прямо в магнитолу, в мультимедийную систему. Естественно, чтобы использовать навигатор, здесь у нас какого-то CarPlay или чего-то там такого необычного нет, это не самая там свежая магнитола, но у нас есть всегда подставка под телефон, стандартная от Fiat Ducato, которая даже никак не перекрывает мультимедиа и вообще с ней никак не конфликтует, как это бывает при установке сторонних мультимедиа. Но, естественно, эту мультимедиа легко обновить, поставить сюда другую, если есть такая потребность, и это вообще не составит никакого труда и не будет никаких проблем. Но здесь тоже есть Bluetooth у нас, там, я так понимаю, под проводу подключения, ну, в общем, все как всегда. Ну, Bluetooth точно есть. Над дверью в жилое пространство у нас расположен пульт. Здесь, кстати, мы можем видеть логотип компании, которая собирала этот автодом. Пульт мне лично очень нравится. По-моему, это классное дизайн-решение. Например, чтобы посмотреть, что у нас с баками чистой и серой воды, мы должны потянуть вот этот тумблер вниз и увидим, что у нас с состоянием бака серой воды. Вверх чистый, ну сейчас они оба пустые. Так мы включаем насос, и отопление у нас реализовано с помощью Webasto. Здесь вообще 3 Webasto. Одна Webasto у нас отвечает за теплый пол и подогрев баков.
То есть ее мы включаем для того, чтобы у нас не замерзла вода, когда мы уходим, но нам не нужно отапливать все жилое пространство. Такой минимальный подогрев, ну и чтобы пол был теплый. Вторая вибаста это фен, ну то есть воздушное отопление, основное отопление для жилого пространства. И третья вибаста, она отвечает за это контур, который подогревает сам, собственно говоря, дизельный двигатель. И все вибасты, естественно, у нас работают от дизеля. Все отопление у нас реализовано от дизеля. Собственно говоря, на этом все. Здесь мы можем посмотреть состояние аккумуляторов в салоне и двигаемся дальше. Входная дверь. Несмотря на то, что все это такое кастомное решение, самодельное, не заводское от Фиата, она очень качественная. Я вот на это прямо должен обратить внимание. Прямо вообще максимально круто и здорово это сделано. Кстати, дверь и вся вставка вместо двери сделана из, то ли пластик, то ли какой-то полимер. В общем, это не металл. Это что-то облегченное, сделанное в цвет кузова. И совершенно незаметно то, что здесь была откатная когда-то дверь, выдает только вот этот вырез. Если бы не этот вырез, мы бы вообще получили какой-то цельный шов и не увидели этой разницы. Она очень качественная, очень классно захлопывается, открывается, закрывается. Я прям, честно говоря, удивлен. И при этом функциональная. Здесь у нас мусорное ведро, небольшая полочка раз, ручка, окно со всеми сетками, москитными шторками. Все как положено сделано. Вот, все как у нас всегда. И даже наверху есть еще один кармашек. А за дверью у нас прямо спрятан лючок, из которого мы получаем доступ к кассете биотуалета. Вот, соответственно, здесь у нас кассета биотуалета. Туалет у нас от Dometic с электросмывом, с индикацией заполненности кассеты. В общем, все как положено, все как должно быть. Также хочу обратить ваше внимание, у нас здесь установлена маркиза от Dometic. А я сижу на крыше, потому что я смог сюда легко подняться. Сзади сделана лесенка на двери, и на крыше есть такие рейлинги, опоры, на которые можно тоже закрепить какой-то груз, какой-то кофр. В общем, в дальнейшем использовать это так, как вам необходимо. И еще на крыше есть немаловажный момент. Здесь установлены солнечные батареи. Я сказал внутри, что розетки будут работать только в том случае, если у вас заряжены аккумуляторы. Заряжать аккумуляторы вам всегда помогут две огромные солнечные батареи. Хочу напомнить, что всю техническую информацию, которую я не озвучил в ролике, если я ее не озвучил, на то были какие-то причины, но вы всегда можете найти ее в описании к ролику. И, наконец, багажник. На первый взгляд, когда я заглянул в него через это окошко, мне показалось, что он маленький. Но на самом деле это не так. Как показало открытие задних дверей, несмотря на то, что кровать здесь у нас до самой задней двери и занимает достаточно прилично объем, здесь все равно осталось очень много места. Я думаю, что это в принципе соизмеримо. Да, это не такой огромный багажник, как у нас в венах, за счет того, что там поднимается кровать, и мы можем туда чуть ли не мопед закатить. Да, здесь так не получится, но в целом это соизмеримо с объемом багажников, который мы видим в каких-нибудь полуинтегралах. Что мы здесь видим еще? С одной стороны у нас есть газ. Газ здесь реализован таким образом под пистолет заправочный на заправках, то есть не баллоны, а стационарный газ. Вы просто приезжаете на заправку и как на любую газовую, как когда мы заправляем машину, которая ездит на газу, также мы заправляем и здесь стационарный газ. И с другой стороны у нас чистая вода, бак с чистой водой, объем бака 200 литров. Кстати, стоит отметить, что в багажнике еще дополнительно реализован гардероб. В общем, такая палочка, на которую вы можете что-то повесить. И последнее, что в задней части у нас осталось, это фаркоп, который вот таким образом у нас устанавливается. Но я думаю, что многим пользователям фаркопа знакома такая система установки. То есть он хранится у нас в багажнике, и мы его устанавливаем только когда он нам нужен. А когда не нужен, вынимаем и убираем в багажник. По левому борту лючок подключения к сети кемпинга 220 вольт. И в целом слева это все. У нас есть два окна и два выпускных отверстия от холодильника Dometic. Вот такой немного необычный обзор для нашего канала сегодня получился. Напишите в комментариях ваше мнение на тему конкретно этой модели, единичной, штучной. Напоминаю, что вы можете приехать и посмотреть ее здесь на площадке около гостиницы «Космос» всегда. И этот образец продается. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Антон Муравьев, а вы на канале «Яхты на колесах». До новых встреч. Пока.